Добрый день, дорогие стрельцы! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на май 2024 года. Ну что, мои дорогие, знаю, что заждались, присаживаемся поудобнее и разбираемся, каким же сложным будет этот май. А для начала напишите, как у вас произошел апрель, совпал ли он с гороскопом, что получилось внедрить, что не получилось внедрить, потому что все-таки для вас этот апрель был апрелем возможностей, да, потому что ваш прямой управитель Юпитер вошел в соединение с Ураном, и здесь, конечно же, если вы внедряете, если вы работаете, если вы идете в будущее, в развитие, в раскрытие своих навыков, талантов и знаний в том числе, да, тогда получаются просто выдающиеся успехи, получается хорошо, получается быстро, неоднозначно, неординарно на первый взгляд, но однозначно это то, с чем можно работать и на чем можно идти вперед. Поэтому да, дорогие, особенно если это основано на мудрости и расширении вашего личного сознания, ваших амбиций, проявления ваших талантов, раскрытия их, да, это вообще тогда хорошо. Скажу, что май для вас будет скорее месяцем, продолжающим апрель, да, и здесь такой момент, что энергия уже так сильно шарашить не будет, уже будет полегче, уже будет такой момент, что можно работать продуктивно и планомерно, как нравится, я бы так это сказала, да. Первая неделя мая, естественно, будет сложноватой. Ребята, у нас на небе останавливается и разворачивается Плутон. И здесь, конечно же, я бы вам сказала, посоветовала меньше пылить деньгами, не ругаться, не рвать отношения, потому что когда Плутон в квадратуре с Венерой, еще Плутон разворачивается, то здесь хочется и все потратить, со всеми поругаться, со вторыми половинками поругаться, доказать свою правоту любыми способами, манипуляциями. Конечно, это можно все сделать, но отношения — это немножко другая такая история, где не манипуляции и правота рулят, я бы так сказала. Да? Отложите все спорные моменты на вторую неделю мая. С 8 мая у нас новолуние, начинается новый лунный цикл, обновится вот эта апрельская бешеная энергия, конечно, кто в ней участвовал, кто развивался, да, и начнется такая продуктивная работа, продуктивное осознание, понимание, куда мы идем, зачем мы идем, да. Новолуние будет хорошее, яркое, интересное, еще раз говорю, продуктивное и планомерное, и здесь хорошо бы составить план, внедрять и действовать, да. Вторая неделя очень хороша для работы, для того, чтобы выяснить как раз-таки все недоговоренности, сложности, что не получилось сделать на первой неделе. С 15 мая у нас на небе Меркурий в квадратуре с Плутоном, который ретроградно развернулся. Да, и здесь хорошее время для учебы, обучения, не для поездок, к сожалению, не для того, чтобы повыяснять отношения, опять же, да, но хорошее время закрепить свои знания, заняться интеллектуальным трудом, проверить документы, возможно, исправить их, найти ошибки. Хорошее время с 15 по 21 мая для этого. Финальная неделя, последняя, майская. Здесь о чем? Еще на небе у нас все-таки действует соединение Юпитера с Ураном, поэтому, ребят, уже не такое яркое, уже не такой бешеный эффект от нее будет, но все-таки эффект будет хороший, поэтому те, кто любит действовать все-таки помягче и получать не такой явный результат, кто не готов к разным вариантам развития событий, вот как раз-таки в мае и действуйте, да. С 23 мая у нас полнолуние. Полнолуние непростое, полнолуние в Стрельце. И да, ребят, как раз-таки с этого дня начинается для вас таки, я бы так сказала, ваш личный персональный экзамен. Продлится он длиною в год. Юпитер с этого полнолуния, ну, он, во-первых, соединяется с Венерой, в этом полнолунии соединяется с Солнцем. Естественно, возникнет вопрос, где не доработали, где мало трудились, устраивает ли вас ваша жизнь, нравится ли она вам, какая она наполнена, из чего она состоит. То есть
Венера отвечает за уровень материального благосостояния. Юпитер отвечает за социальное сознание, за свое социальное положение, статус с точки зрения, как я вижу себя в этом мире, свои границы и масштаб своей личности. И здесь, конечно же, будет для вас такое, я бы сказала, очень знаковое, классное полнолуние. Кого-то будет и вышибать из колеи, у кого-то совершенно разные ситуации, ребят, могут происходить. Все зависит от того, в какой дом попадет лично в ваших транзитных картах это самое полнолуние и эти аспекты. Потому что все мы люди разные. На планете 700-800 миллионов стрельцов. Все разного возраста, воспитания, уровня развития. Каждый на своем этапе развития. И вы же понимаете, что даже у близнецов совершенно разные натальные карты и показания и тому подобное. Поэтому, ребят, все будет зависеть от вас. Если у вас есть вопрос по этому полнолунию, оставляйте в комментарии под этим видео. При этом оставляйте свою дату, точное время и место своего рождения для того, чтобы я разбирала именно вашу карту и дала вам ответ. С чего же начнется год вашего персонального экзамена, который начнется с этого полнолуния 23 мая. Чем же еще интересно будет именно для вас это полнолуние? С этого полнолуния в личных транзитных картах Юпитер начнет делать оппозицию на всех стрельцов. Да. Юпитер с 25 мая меняет знак с Тельца на Близнецы и пробудет чуть больше года в знаке Близнецов, и из Близнецов будет делать оппозицию в ваших транзитных картах, поэтому каждого стрельца заденет. Что дает оппозиция Юпитера? Оппозиция Юпитера всегда, это естественно оппозиция по Солнцу, всегда будет немножко задирать нос, захочется проявиться с точки зрения не знаний, а хайпа. Конечно же, те люди, которые понимают, что на хайпе далеко не уедешь, те, кто все-таки трудится, у кого более заземленная карта, если вы будете выезжать на своих навыках, талантах, мудрости, знаний, это прекрасно. Тогда для вас эта оппозиция в транзитной карте будет идти только в плюс, только в прибыль. Причем это будут идти такие легкие деньги. При этом, с учетом того, что ваша жизнь в принципе не была легкой, да, и вы понимаете, что вы трудились, всегда боролись со своим эго, гордыней, оперли на таланте. Я бы так сказала, ну перли, не просто вот так шли, а это прям вот было вот так вот с трудом, да, то есть когда вы прям тянете за собой, вот вам сложно, но вы эту колею тянете, да, все, что связано с сознанием, с мудростью, повышением квалификации и своим укреплением в социуме, да, как личности. И тогда, да, тогда успех, этот аспект даст вам успех. Те стрельцы, кто считает, что в жизни все должно быть легко, интересно и весело, тогда, конечно же, будет очень сильно давить на самолюбие, захочется проявиться, вот так проявить себя, но почему-то на этом аспекте будет казаться, что окружающие реагируют на вас странно, что вы достойны большего, что вы достойны лучшего, а вас не оценивают. На самом-то деле все зависит от личного развития каждого персонального человека. И обычно, просто потому что у нас тех людей, кто живет по своей натальной карте, их очень мало. Тех людей, кто живет по своему сердцу, жить по натальной карте, это то же самое, что жить по своему сердцу, понимать, что нужно развиваться, что мы все пришли сюда, в этот мир, для того, чтобы кем-то стать. Не у всех получается, не все стараются, не все даже об этом думают. Даже большинство стрельцов не думают, что это высокоосознанный знак, это сложный знак зодиака, который пришел сюда для того, чтобы наставлять людей своей мудростью. Но эту мудрость он должен получить в течение своего собственного развития. Как правило, это те учителя, жизнь которых не была простой. Да, стрельцы это по факту должны быть все учителя, должны учить мудрости и наставлению людей, всех других знаков зодиака, да, но в большинстве своих случаев получается, что это такие звезды на хайпе выехавшие, которые немножко посветили на небосклоне, вот такие эксперты личности, которые, к сожалению, потом быстро затухают, и про них больше никто не помнит, и
Это говорит о том, что это была не личность, это было просто такой удачный момент сложилось. Мир дал, мир показал. И все, и человек ушел туда, где ему нужно быть, в закат, потому что для того, чтобы быть тем самым учителем с большой буквы У, это тот самый большой великий замысел, который есть для знака зодиака Стрельца, необходимо очень много в жизни чего понять, осознать. И самое сложное, истинный учитель, он не дает никакой такой жесткой оценки, кто прав, кто виноват, кто наставляет, кто назидает. Ну вот если вы посмотрите «Мастер Йода», и если вот я так, если быстренько глянуть и сказать, да, то здесь вот такой учитель, который учит, да, то есть это такие все классные тренера, которые вы знаете очень много, очень долго, которые в прямом смысле там не наседают, не назидают, да, которые делают так, что ученик в таком ощущении, будто он сам проходит все эти жизненные уроки, а учитель просто рядышком идет, да, без какой-либо гордыни, без какого-либо тщеславия. И это и есть такая история, которая начнется у вас, дорогие стрельцы, с конца мая этого года. И этот экзамен заденет буквально всех стрельцов по порядочку. Конечно же, Юпитер сначала разгонится, быстренько по всем пробежится. Это будет такой очень точечный, ярый момент. И с 14 октября Юпитер уйдет в ретроградное движение 14 октября 2024 года. Он уйдет в ретроградное движение, попятится назад и заденет, опять пройдет. Очень классно и хорошо сделает работу над ошибками тем стрельцам, кто родился во второй декаде своего стрельцовского времени. Поэтому, да, дорогие друзья, это ваши личные транзитные карты. Понимаете, что проверка гордыни, тщеславием на знание, на экспертность, тот ли вы самый эксперт, учитель, кто учит и наставляет. И если вы знаете, понимаете, то экзамен у Юпитера такой, он достаточно сложный. Сначала славу дает, а потом очень быстро и некрасиво ее забирает. С полным позором, с полным ощущением такой внутренней пустоты. И, конечно же, это экзистенциальный кризис, когда ты просто сидишь и думаешь, а что же дальше, что я дальше буду делать, и никаких мыслей. Нужно идти внутрь себя, нужно понимать, что всегда хочется, что хотелось в возрасте 12, 13, 14, 15 лет, что хотелось в возрасте 22, 23, 24 лет, потому что это те самые классные точки Юпитера, когда мы очень молоды, когда мы очень много чего хотели, но потом либо гордыня, либо не та компания, либо воспитание, либо отсутствие воспитания в том числе, либо нежелание прислушаться к взрослым увело вас не туда. Но очень часто многие в 22-24 года вместо того, чтобы идти в свое развитие в масштаб личности, выходят замуж, женятся, устраиваются на работу, которая считают, что хотят большего, но уходят в какую-то такую достаточно очень простую. И это те моменты, когда вы свернули не туда. Вот где вы смолодушничали, где вам хотелось поступить так, а вы сделали совершенно по-другому. Вернитесь в те моменты своей жизни, подумайте. Именно такие вопросы я и задаю, собственно, на консультации. Мне очень часто говорят, что Жень, да, на самом-то деле вот это хотел сделать, вот это хотел сделать. Я говорю, почему не сделал? Ну, как-то думал, что недостойно. Я говорю, почему недостойно-то? Ну, все же достойны, если мысль появилась в голове, надо делать. Особенно если она идет для того, чтобы помочь этому миру стать лучше, для того, чтобы спасти этот шарик, немножко изменить сознание людей. Естественно, 100% сразу быстро волшебной таблетки нет, мы это все понимаем, что сразу сознание всех людей не поменяется, но как минимум начать помогать, что-то делать для того, чтобы этот мир стал другой, дорогие стрельцы, это основная такая ваша мудрость и прерогатива. И здесь, работая для других, вы прежде всего делаете классно себе. Вот такой гороскоп получился для вас на май этого года. Что касается любовной сферы и отношений, первая неделя мая будет сложная, в любви именно, да. Здесь не пылите, не ругайтесь. Третья неделя мая будет
сложно договориться просто в принципе с людьми. Меркурий в квадратуре с Плутоном. И здесь, конечно же, не ругайтесь, не портите отношения, не ругайтесь за рулем ни в коем случае. Травмоопасное такое немножко время с 15 по 21 мая. Здесь будьте аккуратны, не ругайтесь, не создавайте пустых таких, я бы так сказала, столкновений даже в речи. Не портите жить ни себе, ни людям вокруг. Пройдет буквально немножко времени, и вы 100% проявитесь. Поэтому я бы так сказала, не так уж и много осталось времени для того, чтобы понять, кто вы, что вы, для чего вы хотите. Но полнолуние в этом месяце явно даст вам об этом подумать. Поэтому если вы хотите это полнолуние провести, я бы так сказала, комфортно, гармонично, да, тогда у вас есть немножко запаса времени для того, чтобы быстро доделать все те дела, которые вы не доделали этой весной, и пойти в свое развитие. Ребят, ну надо, ну пора. Дорогие стрельцы, это был ваш гороскоп на май 2024 года. Если у вас остались вопросы, оставляйте в комментарии под этим видео. Самых отважных жду на консультации. И помните, мир создает нам проблемы, когда мы ничего не делаем. Проблемы создаются для того, чтобы вытащить нас из той скорлупы, в которой нам не судьба сидеть. Поэтому и есть проблемы. Не сидите в скорлупе, стрелец – это тот знак зодиака, который должен быть на вершине Олимпа. Но не с гордыней, с тщеславием, а как тот, кто помогает этому миру подняться. Ребят, спасибо, что были здесь, что досмотрели это видео до конца. И я желаю вам продуктивного мая. И увидимся с вами в следующих роликах. Пока-пока.